Всем привет, меня зовут Кейт Мунданс. Как можно заметить по моему каналу, основная сфера моего интереса — это Баба Мидл. И так как костяк прослушиваемых групп остается один и тот же пока что, я хочу сегодня поговорить о новом альбоме голландской группы The Lane под названием Apocalypse and Chill. Я постараюсь не растягивать это видео. Сценарий получился очень коротеньким, потому что альбом мне понравился, это спойлер. И, в принципе, поговорить об основных моментах. И все. Наверное, вот. Так что понеслась. Зачем я это делаю? Apocalypse and Chill — это 6-й по счету альбом группы. Вышел он тоже 7 февраля 2020 года. Легче сказать, что не вышло 7 февраля 2020 года, потому что в этот день внезапно все дропнули свои релизы. Виной всему Spotify, который обновляет плейлисты по пятницам. Вот поэтому все туда и ринулись. Как можно понять уже из названия альбома, Apocalypse and Chill — это про апокалипсис и, можно сказать, спокойствие, хладнокровие, равнодушие, расслабленность. Как я это лично понимаю. У меня до сих пор проскакивает ассоциация с Netflix and Chill, но Netflix and Chill — это вообще другая опера. Основной упор на этом альбоме делается на грядущую гибель человечества и безразличию людей, либо гибели человечества, либо ко всему целому. Но и то, и другое имеет место быть. Это проходит красной нитью через все треки, просто с разных сторон это рассматривается. Как вообще развивались события? До выхода альбома The Lane выпустили целых 4 сингла, 3 из которых мы услышали еще в 2019 году. Началось с Masters of Destiny, который вышел в январе 2019 года. Далее было 2 сингла Burning Bridges и One Second, и только потом вышел 4-й. Вот почему я начала разговор именно с синглов. Потому что, когда я целиком прослушала альбом, я очень сильно удивилась тому факту, что, как можно было выбрать синглами 4 самые слабые песни альбома? Ладно, 3 самые слабые песни альбома Masters of Destiny, они, по крайней мере, интересны. Они, да. Все остальные треки, они реально, это проходняк. Потому что весь сок, он был именно в альбоме. Я как-то насчет альбома начала переживать, во-первых, когда я другие синглы начала слушать, и когда увидела обложку. Обложка, конечно, это... если они хотели навести шухера, заинтересовать, как-то эпатировать, может быть, таким образом, потому что для симфо-метал команды это... очень нестандартная обложка, если вы понимаете, о чем я. И мне было переживательно за Apocalypse and Chill, потому что мне очень зашли 2 предыдущих альбома The Human Contradiction и Moonbathers. А тут вот такой прям нестандартный нестандарт. Я не могу понять с обложкой, в этом что-то есть, я не спорю, но в то же время меня что-то смущает, и я не могу понять, что именно. В итоге вышел альбом, и все мои опасения, как выяснилось, они были напрасны, потому что альбом, он хорош. Во-первых, мне близка сама тематика альбома. Я не могу назвать это антиутопией, апокалипсис, вот это вот людское безразличие, в принципе, вот это вот, оно мне близко достаточно. Мне это интересно про это послушать. В том плане то, что я опасалась, что тема может быть не раскрыта или раскрыта криво. Но опасения тут тоже не оправдались. Начну с треков, точнее уже продолжу треками, которые мне понравились, потому что треки, которые меня не зацепили, я их уже назвала в начале видео. Мне понравилось, начиная с 3-й песни Chemical Redemption. Vengeance, это, кстати, дуэт с... Я коверкую его как могу, поэтому я боюсь ошибиться. В общем, с вокалистом из группы Beast in Black. На самом деле он очень хорошо вписался в этот дуэт и отжег, своим вокалом. Потому что в Beast in Black Янис мне как-то не очень. В треке Vengeance он очень хорошо справился со своей ролью, и вот эта последняя нота, финальная, в конце песни, она прям очень шикарно получилась. To Live is to Die. Вот как раз эта песня, там очень есть хорошая оркестровая часть. Мне нравится посыл этой песни. Это не то, что сопливые, о боже, у нас одна жизнь, и мы должны там... Что
со мной, я не знаю. Должны делать все, радоваться миру, голубому небу, зеленой траве, потому что жизнь у нас одна. Это немножко по-другому тут обыгрывается. Меня зацепила еще фраза, которая вопрошает к тому, понятно, что мы живем для того, чтобы умереть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть, как в той песне. И там есть такой вопрос, то, что чем ты заполнишь пустоту? Криком боли и печали, криком печали или криком радости? И я помню, при первом прослушивании я такая сидела и глубоко. Вот такая интерпретация мне ближе, чем вот... не знаю. Дальше идет Let's Dance. Это самый мой любимый трек с этого альбома. Во-первых, опять же, из-за посыла. Let's Dance, по моему мнению, это шикарное музыкальное отражение, во-первых, обложки альбома. Я прослушала этот трек в первый раз, ну и в последующие разы тоже. У меня прямо перед глазами всплывает этот мем с собакой, знаете, которая сидит в помещении, которая горит. Она сидит за столом и такая: this is fine. Самое краткое описание песни, я вам серьезно говорю. Потому что даже бридж, ну, перед припевом, который идет, это прекрасный день, мы все умрем. Это такой прекрасный день. Legends of the Lost. Вот это тоже шикарный трек, хотя бы. Чем ближе к концу альбома, тем более пафоснее становится обработка, музыкальная составляющая. Там уже идет в начале хор, который поет на латинице. Хор поет на латыни. Я в курсе. Я не знаю, почему я так рада. Мне зацепила лирика, потому что лирика уже вопрошает к тому, какое место ты себе найдешь. В конце есть трек Combustion, который полностью инструментален, это раз. Во-вторых, там пихнули столько гитар, что это мама не горюй. Прям утяжелили максимально этот трек, и плюс еще под соусом оркестровых ставок это получилось, ну, реально возгорание какое-то. Мне интересно, работала Мэрилин над этим треком, скорее всего, уже нет, потому что она покинула группу еще фиг знает когда. А жаль, потому что потенциал был. Умозаключение, к которому, я надеюсь, приду после этого сумбура. Альбом получился очень хорошим. Мне нравится то, что они уплотнили звук, то, что они сделали его мощнее, эпичнее, в угоду тематику альбома, конечно, но все же. Собственно, по музыкальной составляющей они продолжают вектор Moonbathers, они расширяют звук симфоническими вставками, потому что если, допустим, на тех же Moonbathers это было как именно вставки частями, то тут это важная составляющая большинства песен, как, например, To Live Is To Die. Masters of Destiny, кстати, тоже. Burning Bridges, тоже там оркестр, даже Vengeance, тоже там много оркестра. Это везде, я бы сказала, достаточно много оркестра. Идет также уклон в сторону альтернативки. Беллэйны не всегда стремились к концепции стильно-модно-молодежной, и это ни для кого не секрет. Поэтому укорить их в этом невозможно. И нет смысла, потому что это и так очевидно было всегда. И в принципе на альбоме, если слушать от начала до конца, там есть перекос в сторону, ну, вставок каких-то электронично, короче, идет, а потом резкий перекос идет в пафосную симфоническую часть альбома. Меня лично это не смущает, потому что это легко можно объяснить, в принципе, концепцией альбома Apocalypse and Chill. Только chill идет сначала, а потом апокалипсис в конце. И они, в принципе, хорошие мелодисты, поэтому это норм звучит. Мне нравится то, что они не топчутся на месте, они идут, дальше развиваются, обсуждают для себя новые какие-то темы, новые тематики. Мне пока что это не самая лучшая их работа, но, может быть, с течением времени мое мнение поменяется, потому что мне все-таки нравится больше Bohemian Contradiction и Moonbathers. Но альбом получился хорошим, очень крепкая работа. Мне понравился вокальный стиль Шарлотты. Не понимаю претензий, то, что ее там слишком много. Почему ее должно быть там мало? Во-первых, ждем их с концертами.
с новыми песнями. Пусть этот приезд будет поскорее, потому что мне безумно любопытно услышать это живьем. Я вроде сказала все, что хотела по поводу альбома. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, вы можете поддержать его лайком, мне будет безумно приятно. Также в комментариях можно пообсуждать, подискутировать про альбом, что понравилось, что нет. Можете также красную кнопку сделать серой, мне будет безумно приятно. Ну, и я думаю, на этом все. Увидимся в следующем видео. Так что, всех целую, пока. По-моему, у меня и глаза отключаются, и мозг отключается. Я уже не знаю, что я делаю. В общем, мне пора уходить из кадра. Всем пока.